Всем привет! С вами Анна, и сегодня предлагаю связать настоящего гномика, который помещается в ладошку. Этот сказочный малыш вяжется одной деталью, без пришивания, без прерывания процесса. Крошка-гномик ростом всего 10 сантиметров, вяжется легко и просто, и главное, очень быстро. На него уйдет совсем чуть-чуть пряжи, понемногу от каждого цвета. Для тех, кто еще не подписался на мой телеграм-канал, подписывайтесь, присылайте фотографии своих работ, связанных по моим мастер-классам, присоединяйтесь к нашему общению и, конечно же, участвуйте в акциях. Ссылку на канал оставлю в комментарии под этим видео. Ну а сейчас предлагаю начать волшебство. Чтобы связать нашу очаровательную крошку, понадобится пряжа 3 цветов. Конечно же, это белый цвет основной. Для рукавиц и колпачка я буду использовать вот такой вишневый. Ну и совсем чуть-чуть пряжи медового цвета для носика. Это все у меня остатки пряжи Alize Velluto. И эта пряжа имеет достаточно толстую нить. Если же вы крошку гномика свяжете из более тонкой ниточки, то представляете, какой он будет маленький, миленький и очаровательный. И будет очень интересно, если вы пришлете фотографии, покажете, какого размера у вас получился гномик, связав его из другой пряжи, нежели я. Вязать я буду крючком номер 6. Ну и давайте уже начинать. Берем нить белого цвета, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду необходимо сделать 6 прибавок, то есть в каждую петлю мы провяжем по 2 столбика без накида, и у нас образуется 12 петель. Раз, два, первая прибавка. Раз, два, вторая прибавка. Раз, два, третья прибавка, затягиваем кольцо, выворачиваем, раз, два, четвертая прибавка, раз, два, пятая прибавка и раз, два, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И приступаем к вязанию третьего ряда. В третьем ряду у нас с вами сохраняются 12 петель. То есть нам надо провязать просто 12 столбиков без накида, но за дальнюю от нас полупетлю. Вот у нас петля. Вот передняя полупетля и дальняя от нас полупетля. 12 столбиков без накида за дальнюю полупетлю. Раз, два, три. Вы довязываете до конца этот ряд и встречаемся уже на четвертом. Закончили вязать третий ряд. Да, мы провязали с вами его за дальнюю от нас полупетлю, 12 столбиков без накида. А теперь самостоятельно просто вяжете в четвертом ряду 12 столбиков без накида, как обычно, за обе полупетли, то есть за целую петлю. И встречаемся с вами на пятом ряду. 4 ряда связали. В пятом ряду мы с вами уже будем вывязывать рукавицы, поэтому приготовьте нить для них. Как мы вяжем пятый ряд? Сначала по ряду вяжем столбик без накида белым цветом, но мы его с вами до конца не провяжем. Так, смотрите, вводим крючок в первую петлю пятого ряда, вытягиваем нить, но провязывать мы его уже будем
тем цветом, которым будем вязать рукавички. Захватили нить, провязали. У нас в пятом ряду также сохранится 12 петель, но мы будем вязать пышные столбики. Я сейчас вам весь этот ряд расскажу. Так, кончик нити пока оставим. Первый столбик без накида связали, да, еще раз говорю, провязали его. Ну, у меня, в частности, вишневый цвет, у вас может быть красный, да, будем называть, может, красным, красным цветом. Так удобнее, скорее всего, у всех красный. Дальше, что мы с вами делаем? Белую нить оставляем в покое. Немножко подтянем все. И рукавичку мы будем вязать пышным столбиком. Значит, во вторую петлю 5-го ряда мы вяжем пышный столбик. Делаем накид на крючок. Вводим крючок под петлю, захватываем нить, на крючке 3 петли. Захватываем ниточку, провязываем первые 2. На крючке 2 петли. Накид в эту же петлю, под эту же петлю вводим крючок, снова захватываем нить, на крючке 4 петли. Подхватываем ниточку, протягиваем через первые 2, на крючке остается 3 петли. Снова делаем накид 3 раз, вводим сюда же крючок, захватываем, вытягиваем ниточку, на крючке у нас 5 петель, подхватили нить, через первые 2 петли протянули, на крючке у нас 4 петли, захватываем ниточку, но захватываем ниточку уже не этим цветом, а белым. Мы его уже провяжем белым цветом, чтобы у нас все было красиво, аккуратно, и рукавичка была рукавичка конкретная, а не такая размазанная этим цветом. В общем, для красоты, если короче. Захватываем белую ниточку и протягиваем через все 4 петли на крючке белой нитью. И мы с вами связали рукавичку. Давайте сейчас, чтобы не отвлекаться, сразу провяжем, получается, там у нас 3 столбика без накида белым цветом, но третий мы снова будем провязывать уже цветом, которым вяжем рукавички, поэтому давайте так. 2 столбика без накида сейчас белым цветом провяжем до конца, так, 1 и 2 по ряду. А третий сейчас просто хочу показать, что у нас получилось, чтобы было вам понятно. Так, вот, видите, так как мы провязали сам пышный столбик белой нитью, у нас вот такая аккуратная рукавичка получилась. Вот этот кончик нити, чтобы он не распустился, никуда не делся, я предлагаю его перевязать в узелок с нитью, которая вот кончик нити остался, где мы делали кольцо амигуруми. Чтобы не обвязывать этот кончик, чтобы он у нас нигде среди белой ниточки не вылез, чтобы все было эстетично и красиво. Скорее всего, и так ничего не распустится, ну прям вот для надежности, чтобы были уверены, все. Так, мы с вами провязали столбик без накида белой нитью, далее пышный столбик без накида у меня вишневым цветом, у вас вашим цветом, то есть дальше провязали рукавичку. Далее мы провязали с вами 2 столбика без накида белой нитью, но нам еще по ряду надо еще 1 столбик без накида белой нитью, но мы, так же как и в этом случае, провяжем его не до конца. Вытянули нить, а провяжем уже нитью для рукавиц. И как вы видите, я нить не отрываю, не обрезаю. Я все буду вязать одним полотном, без кончиков нити. Все, прикрепила эту ниточку свою вишневую. И дальше так и буду вязать, ничего не прерывая, никакие не отрезая, не ввязывая. Все удобно и красиво. Захватили нить и провязали. То есть мы с вами сейчас по ряду после рукавички провязали 3 столбика без накида белой нитью, но провязав последний столбик без накида ниточкой другого цвета. И у нас снова с вами сейчас идет рукавичка из пышного столбика. Делаем накид, вводим крючок,
захватываем нить, на крючке 3 петли, захватываем ниточку, протягиваем через первые 2 петли на крючке, снова делаем накид, вводим крючок под ту же петлю, захватили нить, на крючке 4 петли, подхватили ниточку, протянули через первые 2, на крючке осталось 3 петли, снова накид, туда же вводим крючок под эту же петлю, захватили нить, вытянули, на крючке 5 петель, захватываем ниточку, через первые 2 протягиваем, на крючке 4 петли, и мы довязываем пышный столбик, как и в предыдущем месте, да, в предыдущий раз, белой нитью захватили и провязали нашу вторую рукавичку. Все. И у нас получается до конца ряда осталось 6 столбиков без накида. Мы вяжем с вами белым цветом. Сейчас вот одну с вами провяжу, показать, как это выглядит. А дальше вы довяжете. Так, и останется вам довязать до конца ряда 5 столбиков без накида, просто белым цветом. Вот такие рукавички, милые, у нас с вами получились, аккуратненькие, да? Видите, они прям... Вот четко начинаются и четко заканчиваются вот этим цветом. Нет никаких здесь у нас прожилок таких другого цвета. Красота! Довязывайте, получается, это 5-й ряд до конца. Оставшиеся 5 столбиков без накида. Напоминаю, сохраняется 12 петель. Ну и давайте, знаете, чтобы не растягивать этот и без того маленький коротенький мастер-класс, значит, вы довяжете сейчас, получается, до конца 5 столбиков без накида. А, нет, мы с вами уже потом носик вывязываем. Нет, и встречаемся с вами уже на 6-м ряду. Да, довязывайте и встречаемся. Довязали до конца 5-й ряд. Вот так сейчас выглядит наш очаровательный крошечный гномик. И в 6-м ряду не носик, еще до носика, до носика еще есть пару рядов. Мы сейчас вторую часть ручки будем вязать у гномика. Думаю, просто я вас хотела отпустить и сказать самостоятельно. Нет, вместе провяжем. Значит, ниточку не меняем. Сейчас белым цветом продолжаем. Как уже сказала, вторую часть ручки будем вязать. Что мы с вами делаем? Сначала по ряду вяжем пышный столбик. Просто белой нитью. Это мы вяжем с вами 6-й ряд. В нем также сохраняется 12 столбиков без накида, без каких-либо изменений. Просто мы с вами здесь немножечко, так скажем, волшебство создаем, да, мы из пышных столбиков создаем ручки гномику, рукавички. Создали. Так, теперь продолжение руки. Итак, пышный столбик, накид, все то же самое, как с рукавичками. Вводим крючок в первую петлю 6-го ряда, вытягиваем ниточку. На крючке 3 петли. Захватили нить, протянули через первые 2 петли на крючке. Снова накид, вводим крючок, вытаскиваем ниточку. На крючке 4, через первые 2 протянули нить. На крючке 3 петли, снова накид, вводим крючок, захватываем ниточку, на крючке 5 петель, протягиваем ниточку через первые 2 петли на крючке, у нас остается 4, через все 4 протягиваем нить, и вот у нас пышный столбик. Дальше мы по ряду просто вяжем с вами 5 столбиков без накида. Давайте вместе. 1, 2, быстренько, 3, так, 4 и 5. Провязали. И снова вяжем пышный столбик. Делаем накид, вводим крючок, захватили ниточку. На крючке 3, через первые 2 протянули. Накид, туда же вводим крючок, захватили ниточку. На крючке 4, через первые 2 протянули. На крючке получилось 3, накид. Вводим, вытягиваем, протягиваем через первые 2, на крючке 4, через все 4 петли протягиваем ниточку. Второй пышный столбик мы с вами сделали. Довязываем до конца ряда оставшиеся 5 столбиков без накида. И вот сейчас я вас отпущу до 8-го ряда. Смотрите, сейчас вы довяжете 5 столбиков без накида до конца ряда. Просто так, давайте вот одну петлю с вами провяжу, чтобы показать, как выглядят ручки. Да, вот так немножко вытащим. Вот так они у нас с вами сейчас смотрятся. Да. Довязывайте до конца этот ряд 6-й. Дальше самостоятельно просто белой нитью 7-й ряд вяжете 12 столбиков без накида. И мы с вами встретимся уже на 8-м ряду. 7 рядов
нашего крошечного гномика мы связали. Вот так он мило выглядит. Вот такие у нас ручки с рукавичками уже. И в 8 ряду мы с вами будем вывязывать носик. И вы знаете, у меня такое ощущение, что мы не просто вяжем, а мы как скульпторы лепим, да, с помощью вот этих пышных столбиков создаем гномика. Вот прям такое волшебство происходит, не отрываясь, не прерываясь, да, просто хоп-хоп. Знаете, как интересно вообще вязать крючком. Так, ну ладно, расхвалила, похвалила. Продолжаем. Сначала по 8 ряду мы с вами вяжем 4 столбика без накида основным цветом. Белой ниточкой, соответственно. 1, 2, 3. А вот 4 столбик без накида мы будем уже провязывать нитью, которой будем вывязывать носик. Захватываем ниточку. 4. Так. И в пятую петлю мы с вами будем вязать носик все так же из пышных столбиков. Делаем накид. Так, а вот этот кончик мы при этом будем обвязывать, чтобы он у нас никуда не делся. Делаем накид, вводим крючок в петлю вокруг кончика нити, потому что дальше нам этот цвет будет не нужен. Вытягиваем ниточку, на крючке 3 петли, все как обычно, да, через первые 2 протянули. Снова делаем накид, под эту же петлю вводим крючок, захватываем нить, на крючке 4 петли, через первые 2 протянули, на крючке 3 петли, снова делаем накид, сюда же вводим крючок, захватываем ниточку, через первые 2 петли протянули, на крючке осталось 4 петли, и мы их будем протягивать уже белым цветом. Как удобнее взять, давайте вот так возьму. Белым цветом. Все, носик мы связали. Дальше мы с вами отрезаем, отрываем вот этот, кому как удобно, цвет, эту нить, она нам не нужна больше. Смотрите, ну вы знаете, я любитель узелков, так аккуратненько держу. Я эти 2 кончика хочу перевязать между собой в узелочек и обвязать их пару раз, и мне кажется, будет достаточно и прекрасно. И дальше до конца ряда нам с вами осталось связать 5 столбиков без накида. И при этом пару раз я обвяжу вот эти кончики. Так, белым цветом. 1, носик поправляем. 2. И думаю, достаточно. Все, довязывайте ряд до конца. Смотрите, какой лапуля уже, вот такой носик, уже рукавички, уже гномик. Смотрите, какая прелесть. Так, получается, довязываем 8 ряд до конца и встречаемся. Но не довязываем последнюю петлю этого ряда, 7-ю. А давайте вместе. Так, мы уже 2 с вами провязали. В принципе, что тут вязать-то? Давайте вместе это сделаем. 2 столбика без накида. Ну, давайте еще все-таки обвяжу 3. Так, 3. 3. Все, убираем эти ниточки, они нам не нужны. 3, 4, 5, 6. Так, а 7-ю я сказала вместе, да, мы с вами будем вязать, потому что последнюю петлю ряда мы с вами провяжем уже цветом, которым будем вязать колпачок. То есть вот этим. Вот так. Немножко вот здесь можно расслабить ее. Вот так чуть-чуть, чтобы она там не стягивала изделие. Провязали. Так, теперь у нас получается дальше идет колпачок. Сейчас отмечаем последнюю петлю. Это мы с вами 8 ряд провязали. В нем сохранилось 12 петель. Последнюю петлю провязали уже вот этим цветом. И получается, что белая ниточка нам уже с вами больше не нужна, потому что сейчас мы будем вывязывать колпачок. Поэтому отрезаем, отрываем белую нить. Так, и чтобы она у нас не выделялась нигде, смотрите, что предлагаю. Я предлагаю
Вот здесь ее завязать просто узелком. Вот тут ее протянуть. Вот так. Вот так, хоп. Вот за эту ниточку. За вишневую в моем случае. Вот, и все. И она никуда у нас не денется, чтобы ее не обвязывать. Все-таки, чтобы у нас цвет не вылез белый. Там, где не надо, можно еще. Давайте я еще сделаю узелок. Вот так. Так, все, завязала. Можете обвязать кончик нити, чтобы он нигде не вылезал, не появлялся. Но я всегда все-таки обеими руками за узелки. Все. И что мы с вами делаем в 9 ряду? В 9 ряду мы с вами вяжем 12 соединительных столбиков за дальнюю от нас полупетлю. За дальнюю полупетлю соединительными столбиками. Так, смотрите, вот так. Захватили только свободненько, чтобы они у нас так захватили и протянули через петлю. Раз. Захватили, протянули. Два. Захватили, протянули. Три. Так. 4. За дальнюю от нас 5. Довязывайте до конца. Получается, я опять с вами провязала еще 7 соединительных столбиков, и мы с вами встречаемся. Вот у нас уже начало колпачка. Это мы с вами связали 9 рядов. 10 вяжете самостоятельно просто 12 столбиков без накида, как мы обычно с вами вяжем. Но я вам хочу порекомендовать, это не обязательно, но для удобства отметить первую и последнюю полупетли, которые мы с вами не захватывали. Они нам потом понадобятся, эти маркеры, ну, чтобы было удобнее посчитать, не сбиться, когда мы будем делать здесь обвязку. И далее по колпачку мы, когда тоже будем с вами, но я скажу, в каком месте вязать за дальние полупетли, вот я для себя сразу, просто чтобы уже не останавливаться на этом, буду отмечать первую полупетлю, которую я не провязала, и последнюю. Мне так удобнее. Вы можете не отмечать. Так, вяжите 10 ряд самостоятельно 12 столбиков без накида, обычно за обе полупетли, и встречаемся уже на 11 ряду. Приступаем к вязанию 11 ряда. Вяжем его так. 4 столбика без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 2 раза, получаем 10 петель. Раз, два, 3, 4, первая убавка. Раз, два, 3, 4, вторая убавка. В 12 ряду мы с вами вяжем просто 10 столбиков без накида, но за дальнюю от нас полупетлю. Поэтому сразу предлагаю отметить первую полупетлю, которую мы с вами провяжем. Точнее, отмечаем, которую не провяжем, а за полупетлю. Так. И вяжете за дальнюю от нас 10 столбиков без накида. Раз, два. И так до конца ряда самостоятельно за дальнюю от нас, еще раз напоминаю, полупетлю 10 столбиков без накида. Встречаемся на 13 ряду. Довязали с вами 12 ряд до конца. Отверстие у нас достаточно узенькое. Сейчас предлагаю набить синтепухом. Я это уже сделала. Вы набиваете. И приступаем к вязанию 13 ряда. В нем 2 раза необходимо повторить следующую комбинацию. 3 столбика без накида, убавка. В результате у нас образуется 8 петель. Весь в маркерах, нарядный. Я отметила и первую, и последнюю петлю, полупетлю, которую мы с вами не провязывали.
Раз, два, три. Первая убавка. Поверьте, так будет удобнее потом. Раз, два, три. Вторая убавка. Возможно, вы догадались, что в 14 ряду мы вяжем 8 столбиков без накида за дальнюю от нас полупетлю. Поэтому я снова отмечаю первую полупетлю, которую я не буду провязывать. Эту переднюю полупетлю отмечаю. И потом обязательно в конце тоже отмечу. Так. И вяжем с вами 8 столбиков без накида за дальнюю от нас полупетлю. Так, а я не ту отметила, да, получается? А, нет, ту, все правильно. Сюда. Раз. Два. Довязывайте этот ряд, соответственно, до конца самостоятельно. Здесь ничего сложного. Встречаемся на 15 ряду. 14 ряд довязали до конца. 8 столбиков без накида за дальнюю от нас полупетлю. Я снова отметила первую полупетлю и последнюю маркером. Так, если вы еще хотите набить синтепухом, набивайте, да, потому что вообще скоро будем уже закрывать нашего гномика, заканчивать. Так, у нас с вами сейчас 15 ряд, и вяжем мы его так. 2 столбика без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 2 раза, получаем 6 петель. Раз. Два. Первая убавка. Я говорю, ювелирка начинается, когда очень узенько. Так. Раз. Два. Вторая убавка. Но мы с вами справимся, потому что мы кто? Молодцы. Постараемся и справимся. Он же гномик, он же маленький. Так. И, собственно говоря, последний ряд мы с вами связали. Вот так сейчас наш малыш выглядит. Этот маркер нам больше не нужен. А нам необходимо сделать в первую петлю следующего ряда соединительный столбик. Захватываем ниточку, протягиваем, но не спешите отрезать, отрывать. Смотрите, вот так оставляйте и отмеряйте у нити очень длинный кончик, а именно 3 метра, чтобы мы с вами непрерывно сейчас обвязали колпачок, то есть сделали вот это украшение, декор колпака нашего гномика. Отмеряем 3 метра и отрезаем нить. И как раз на этом моменте с вами увидимся. Я отрезала ниточку, как вам и сказала, 3 метра. Да, сейчас немножко неудобно, да, мы должны ее вытянуть. Именно эти 3 метра через вот этот соединительный столбик, да. Но зато мы не будем ввязывать, обвязывать. Вот этой же ниточкой мы все с вами и закончим. Так, 3 метра должно хватить. Теперь нам надо закрыть отверстие. Все как обычно мы будем делать. Для этого понадобится иголочка с большим ушком. Я сейчас вставлю нить. Единственное, будет отлично, что мы долго будем протягивать ниточку, потому что она длинная. Не на камеру вставлю и вернусь. Вставила нить в иголку и протягиваем. С вами собираем все оставшиеся петли. Единственное, мы это будем делать немножко дольше, чем обычно. Так, аккуратненько, чтобы она у нас не запуталась. Протягиваем. Не затягиваем. Да, это вы помните. Следующую.
Так, следующую. Ну, давайте вы уже это самостоятельно сделаете, да, все петли соберете, и мы встретимся, чтобы не тратить на это время, так как у нас 3 метра нити. Я собрала все петли. Сейчас мы с вами вместе их просто затягиваем. Иголочку пока оставляем, она нам понадобится. Так. И смотрите, вводим иголочку, а вытягиваем ее близко к нашей первой полупетле отмеченной. Ну, когда мы шли по вязанию, это была последняя, да, понятно. Но сейчас она у нас уже последняя станет первой, да, превращается в первую. Где-то прям вот рядом с этим местом. Ну, можно вот здесь, вообще не принципиально. Выводим нить сюда. Так. Вытягиваем аккуратно, чтобы не было никаких узелков. Ну и, собственно, на этом наши все такие мучения с вами закончатся. Все. Теперь иголочка нам больше не нужна. Берем снова наш крючок. Так. И мы с вами сейчас будем обвязывать вот эти оставшиеся полупетли полустолбиком с накидом. Ну, прям вводим, я потом все эти маркеры уберу, прям вводим крючок вот под эту первую полупетлю. Так, захватываем ниточку. Да, все, у нас петля на крючке. Все. И мы с вами обвязываем, как я сказала, полупетлями. Вот так можно согнуть. Вот они, полупетли. Надеюсь, они вам видны у вас. Маркеры вам в помощь. Делаем накид, вводим крючок за полупетлю, вытягиваем ниточку и протягиваем через все 3 петли на крючке. Раз, снова накид, вводим под следующую полупетлю. Так, 2, накид, 3, накид. Ну, тут считать не обязательно. Я по привычке. Находим полупетлю, 4 и так далее. И идем по всем с вами полупетлям. Вот здесь сейчас ряд закончится. Также переход. Ну, давайте вот этот ряд до конца довяжете, вот до маркера этого ряда, вот второго. И мы с вами на этом моменте встретимся. Первый ряд из полупетель мы с вами связали. Вот так выглядит украшение колпачка. И продолжаем с вами. Вот я специально не вынимала маркеры. Вот я провязала последнюю полупетлю этого ряда. И далее мы переходим к следующему ряду из полупетель. Делаем накид и вводим крючок под первую полупетлю следующего ряда. И дальше продолжаем вязать также полустолбиками с накидом. Дальше накид. Под полупетлю, захватили ниточку и вяжем так до конца второго ряда из полупетель. На том моменте с вами встретимся. Довязали до конца второй ряд из полупетель, у нас остался последний ряд. Смотрите, он расположен немного ниже, чем мы сейчас закончили с вами вязание, где мы закончили последний полустолбик с накидом. Поэтому для такого плавного перехода делаем просто одну воздушную петлю подъема и спокойненько также продолжаем с вами обвязывать колпачок, захватывая за полупетли. Делаем накид, вводим крючок под полупетлю и также продолжаем с вами вязать. И все дальше по кругу за полупетли обвязываем до конца и встречаемся. Довязали
последний ряд из полупетель до конца. Маркер уберу потом. Посмотрите, какая прелесть получается. Хочу вам показать, если, например, в процессе обвязывания колпачка у вас вот так идут ваши полустолбики с накидом, то, чтобы они легли как нужно нам, вот так иголочкой, вот сюда их немножко выверните, и все будет красиво. Вот таким образом. Они у меня все смотрели вверх. Понятно, да? Чтобы смотрели вниз, немножечко их направьте так, как нужно нам. Вот таким образом. Смотрите, какой хорошенький. Мы с вами уже практически закончили. Вот у нас остался небольшой кончик нити. И смотрите, я как предлагаю. Вот здесь такой переход, да, вот здесь беленького цвета. Немножко видно. Снова делаем воздушную петлю подъема. И соединительным столбиком мы с вами закончим вот с первой полупетлей последнего нашего ряда, который мы провязывали за полупетли, полустолбиками с накидом. Вот сюда мы с вами свяжем соединительный столбик, то есть сделаем узелок. Все, останется только эту ниточку спрятать в вязание. Так, маркер уберу, потом все поправлю. И вот в этом месте тоже, чтобы белой ниточки не было видно, вот так всю иголочкой расправьте, и будет вот такая красота. Все, ниточку спрячем в вязание. Так, вот таким образом. И все у нас будет шикарно смотреться. Вот так. Вот такая прелесть у нас с вами получилась. Я сейчас выну маркеры, спрячу кончик нити и думаю, что украшу каким-то декором еще колпачок и покажу вам, что получилось. Думаю, у вас тоже все должно получиться. Вот такой очаровашка. Сейчас будет еще прелестней. Свое маленькое чудо я украсила снежинкой. Посмотрите, какой он маленький, миленький, сказочный. Такой, какой должен быть гномик. Вот такой волшебный и чудесный. Надеюсь, у вас тоже получилось это маленькое очарование. Ну что, до новых встреч и пока-пока!